Здравствуйте, меня зовут Галина Дмитриева, и вы на канале Georgia Private Investment. Здесь мы говорим об инвестициях и недвижимости в Грузии. И сегодня у нас с вами честный разбор проекта Summer 365, который в последнее время буквально не сходит с рекламных объявлений в интернете. Что мы знаем о застройщике проекта Summer 365? Да, в общем и целом, ничего. На сегодняшний день у компании нет истории в Грузии, нет завершенных проектов, и похвалиться чем-то конкретным, чтобы показать, вот как было реализовано что-то предыдущее, такой возможности у нас нет. Но я часто упоминаю в своих видео, что, в общем-то, отсутствие опыта – это не порок, это дело наживное, и то, что у застройщика нет никакого портфолио, еще не говорит, в общем-то, ни о чем, пока что нам не говорит. Что касается юридического лица, все в порядке, здесь никаких нареканий у нас и вопросов нет. Что касается разрешения на строительство, на сегодняшний день его, к сожалению или к счастью, пока что не существует. Но к моменту, пока мы с вами снимаем это видео и разговариваем об этом проекте, возможно, ситуация уже изменится, и соответствующую бумагу мы в скором времени увидим на сайте застройщика, и обязательно с вами поделимся, в том числе в наших ресурсах. К слову сказать, это частая практика, когда проекты в Грузии начинают такую же активность, рекламу и максимально много о себе говорить и рассказывать, распространять информацию, запускать даже пресейлы без соответствующих разрешений, и в этом ничего страшного нет. В общем-то, это не только в Грузии, такая практика применяется и в Дубае, когда еще на этапе ничего уже распродано там до 90% того или иного комплекса. Поэтому таких, в общем-то, существенных сомнений, наверное, возникать может или не может, это уже вам делать выводы и свое решение принимать, стоит или не стоит доверять этому проекту. Финансовая стабильность компании, как ее оценить, как понять, что компания надежна и вообще какие гарантии возникают по поводу того, что данный конкретный проект будет завершен. В этом случае, наверное, для нас одним из ярких таких критериев может являться партнерство с каким-либо банком, и это тоже частая ситуация в Грузии, когда проект финансируется в том числе за счет банковского займа. Тогда банк выступает как раз-таки гарантом завершения строительства, но мы понимаем, что далеко не все проекты такие партнерства имеют, и поэтому чаще всего строительство осуществляется либо на собственные средства, которые каким-то образом были саккумулированы, до момента начала строительства, либо же на, в общем-то, привлеченные средства покупателей конечных, то есть вот эти самые первоначальные взносы и потом текущие платежи по рассрочке, они обеспечивают, в общем-то, строительный процесс. В конкретном данном проекте Summer 365 нам, опять-таки, неизвестно на сегодняшний момент. Мы знаем, что какие-то договоренности, возможные потенциальные переговоры были озвучены застройщиком относительно партнерства с Банком Грузии или, может быть, с TBC банком, но вот на момент записи этого видео мы пока что никакой конкретики по этому поводу не знаем. Опять-таки, если она появится, то обязательно эта информация будет продублирована. То есть, как правило, застройщики эту информацию не скрывают, они ее выносят на все свои рекламные проспекты, в том числе на заборы, где вот какие-то уже рендеры, информация о проекте появляется. Ну и, конечно же, мы на своих ресурсах тоже обязательно об этом скажем. В своей маркетинговой активности в мае буквально этого года, то есть уже вот в какие-то ближайшие недели, застройщик объявляет такую некую презентацию своего проекта, в рамках которой всем покупателям именно в этот день, именно в рамках презентации будет предоставляться, на мой взгляд, какая-то сумасшедшая скидка в 25% на покупку. И вот возникает вопрос, откуда эта скидка формируется, откуда она берется, и вообще можно ли доверять такого рода распродажам от застройщика. Честно говоря, меня эта ситуация пугает. Дело в том, что вот наша практика показывает, что вообще в обычной ситуации застройщик, когда в розницу продает свои квартиры или апартаменты, то стандартная скидка может быть там 1, 3, 5, в каких-то исключительных случаях 10%, если это вот какая-то, может быть, крупная сделка, либо же какие-то очень такие тесные отношения между покупателем или, может быть, брокер выступает в качестве посредника, добивается каких-то супервыгодных условиях по покупке. Но на стадии пресейла, на стадии первоначальной, только вот первого выхода вообще в открытый рынок, такие колоссальные скидки, они заставляют несколько задуматься.
Потому что автоматически возникает резонный вопрос, то есть либо слишком завышена цена уже сегодня, да, уже сейчас на старте, и поэтому застройщик может себе позволить вот такой серьезный откат, уж извините за такое слово, в цене, да, для того, чтобы собрать максимальное количество заявок и договоров, да, как следствие. Либо же вообще не очень понятно, за счет чего такая скидка предоставляется. Поэтому мы обязательно будем на этой презентации, пообщаемся с застройщиком напрямую, поговорим и выясним, что это за такой аттракцион невиданной щедрости. Но в целом я хочу сказать, что пресейл подразумевает, конечно же, такое существенный дисконт от какой-то там первой цены, заявленной в открытый рынок. Поэтому, ну, другое дело, что все-таки число большое, 25%, это довольно большая скидка. Поэтому поговорим, пообщаемся и дадим вам в том числе обратную связь. Хороший вопрос, действительно выгодно, и, в общем-то, на это и расчет, что у нас с вами загорятся как бы доллары, да, в глазах, и мы вот среагируем на такое суперское предложение и помчимся, и сразу же отдадим все свои деньги, да, которые там, ну, вот в рамках скидки нужно будет нам отдать. Но весь нюанс в том, что действительно по итогу-то можно просто отдать деньги за воздух и не получить ничего, такие риски есть. Поэтому для того, чтобы их минимизировать, эти риски, вот смотрите предыдущие и еще предыдущие пункты. Уф, какие сроки завершения? Заявленные сроки у проекта Summer 365 – это конец 2027 года. Но, и я тоже часто говорю об этом в видео, мы должны понимать, что заявленные сроки и реальные сроки реализации – это вообще не одно и то же, абсолютно разные вещи. Во-первых, потому что заявленные сроки, они проистекают из разрешения на строительство, которое регулярно меняется в ходе строительства самим застройщиком. Соответствующие документы заносятся в мэрию, эти сроки с определенной долей легкости передвигаются. Значит, второе, проект Summer 365 – это довольно масштабная ситуация, история такая вот фундаментальная, с очень богатой инфраструктурой, с большим количеством конкретных корпусов, да, каких-то лотов в продаже. Но вот из моего опыта и практики такую громадину, такую махину не возвести за вот, ну, буквально 2,5 года, да, оставшиеся до завершения строительства по заявленному сроку. Поэтому давайте будем реалистами, давайте смотреть на вещи трезвыми глазами. Скорее всего, этот срок сдвинется, потому что, и что является подтверждением дополнительным к этому, то, что на сегодняшний день кроме забора, даже ряд построек еще старых, которые вот, ну, там жили люди на этой территории, да, и вот дома бывших жильцов этого участка, они даже еще не снесены. Опять-таки оговорка, к моменту выхода этого видео, может быть, уже начнутся какие-то земляные работы, и вы обязательно увидите это в наших обзорах. Какая инфраструктура заявлена в проекте? Ну вот я в буквальном смысле сейчас открыла презентацию, потому что, наверное, руководствовались как раз-таки идеей 365. Это вот то количество активности инфраструктуры, которое вам будет доступно в данном комплексе. Значит, здесь на самом деле все, от собственных виноделин, всевозможных спортивных залов, площадок, для бизнеса, всевозможные коворкинги, с возможностью арендовать офис в том числе, для детства, естественно, школы, детские сады, студии, всевозможные творческие студии, в которых можно будет заниматься и детям, и взрослым. Еда – это рестораны, естественно, какие-то собственные пекарни, фруктовые лавки и прочее, прочее. Для досуга, кинотеатры. Естественно, бассейны, у них собственный пляж, курорт дома, шик, блеск – это все, что касается чистоты, здоровья, красоты, заботы о себе. В общем, заявленной инфраструктуры просто невероятное количество. Что касается самой локации, то ну, локация, наверное, тоже можно сказать, что некоторой долей инфраструктурных объектов обладает. В общем-то, это примерно плюс-минус в черте города находится расположение комплекса, не очень далеко от моря, если так относительно, да, судить. Ну, там буквально, сколько, по-моему, километра, сколько, 1,5? Ну вот да, то есть на самом деле примерно около километра расстояния до моря, то есть в целом по нашим здесь масштабам и нашему опыту это очень близко, пешком до береговой линии буквально 10-15 минут. Значит, ну и, соответственно, вся городская инфраструктура, которая в этом районе есть, она тоже будет доступна жителям города. Самое главное, что я хочу сказать, что если вся заявленная инфраструктура от застройщика будет реализована, то этот проект действительно будет претендовать на звание лучшего в Батуми и в буквальном смысле станет
таким городом в городе. И надо понимать, что за пользование всей этой инфраструктурой, конечно же, жителям этого мини-города придется платить. Личное мнение мое о данном проекте пока сформировать довольно трудно, потому что еще даже на площадке ничего не происходит. Я могу сказать, что исходя из картинок, исходя из того, что я вижу в презентациях, это действительно достойная такая заявка на, в общем-то, громкий успех здесь, в Батуми, в Аджарии в том числе. Поэтому я буду рукоплескать, когда этот проект будет реализован в том объеме, который заявлен застройщиком. И если они еще уложатся в сроки, это просто будет низкий мой личный поклон. Поэтому давайте наблюдать. Мы будем в том числе следить за развитием событий на этом проекте, будем смотреть, как идут дела на строительных площадках, и обязательно делиться с вами этой информацией на всех наших каналах. Итак, друзья, мы разобрали проект Summer 365, рассмотрели его с разных сторон, выразили наши сомнения, и в том числе нашу веру в этот проект. Давайте резюмируем. 3 основных плюса проекта Summer 365. Первое – это продуманная концепция. Второе – интересное архитектурное решение комплекса. Третье – это богатейшая инфраструктура, которая превращает этот проект в город в городе. А теперь 3 наших личных вопроса к проекту Summer 365. Первое – это отсутствие разрешительной документации. Второе – это аномальные скидки на старте проекта. И третье – это сказочные, фантастические заявленные сроки завершения строительства. Как только на строительной площадке начнутся работы, а это будет означать, что уже получено разрешение на строительство, мы сразу же помчимся к застройщику и обязательно снимем классное, интересное интервью с авторами этого проекта. Поэтому подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить эти замечательные видео. Рекомендуйте нашу компанию GPI своим знакомым, друзьям. И, как всегда, до встречи в Грузии.